Привет, друзья! Вы на канале Техновейв, и сегодня покажем вам робота Unit 3, который трюки показывает и умеет готовить. Расскажем о проблемах чипа Neuralink и что случилось с первым пациентом. Покажем нового китайского робота Tiangong, способного бегать со скоростью 6 км в час и обходить препятствия. Google и его технология для смартфона, который управляется мимикой и движением головы. Экспериментальный беспилотный тест Мерседеса против Теслы. Ну и конечно же краш-тест самого нового тонкого iPad Pro. Также не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Стартап из Пекина представил Tiangong, робота-гуманоида с электрическим приводом, способного развивать бег до 6 км в час и уверенно преодолевать препятствия, включая склоны, лестницы и пересеченную местность. Компания называет Tiangong первым в истории роботом с открытым исходным кодом, использующим исключительно электрический привод, хотя по механике он очень напоминает разработки конкурентов вроде H1 от Unit 3 и Atlas от Boston Dynamics. Для преодолевания склонов и подъемов по лестницам Tiangong полагается на датчики 3D-видения, корректируя траекторию в реальном времени по ходу движения. Робот также оснащен шестиосными датчиками силы. Его процессор способен обрабатывать до 550 триллионов операций в секунду. Высота робота составляет 1,63 м, а вес его 43 кг. Робот-гуманоид комплектуется аккумулятором на 48 вольт. У его рук 3 степени свободы, а у суставов ног 6 степеней свободы. Вместе с этим разработка укомплектована инерциональными измерительными блоками и встроенным Wi-Fi. Китайская компания Unit 3 представила универсального робота-гуманоида J1. На кадрах робот демонстрирует впечатляющую гибкость и умение максимально компактно и самостоятельно складываться для транспортировки. Он способен устоять после сильных ударов и раскалывать грецкие орехи. Также он может вальяжно сидеть на диване и виртуозно открывать стеклянную бутылку с колой. Еще робот умеет переворачивать горячие тосты на сковородке, подбрасывая их в воздух. На голове установлен дисплей, несколько 3D-датчиков лидар и камеры глубины, а туловище оснащено роботизированными руками с пальцами для выполнения различных задач. Робот оснащен 8-ядерным процессором, Wi-Fi, Bluetooth и аккумулятором на 9000 мА, который обеспечивает примерно 2 часа автономной работы. Вес аппарата составляет 35 кг, а у шарниров есть в общей сложности 43 степени свободы. Цена робота Unit 3 составляет $16 000. Система автономного вождения Mercedes-Benz Drive Pilot официально получила сертификат уровня L3. Это весьма высокая оценка для системы помощи в вождении, но как оказалось, ее базовые функции заметно уступают автопилоту Tesla. Это подтвердил сравнительный тест обеих технологий. В видеоролике показано, как система Mercedes-Benz допустила ряд серьезных ошибок. Например, съехала с дороги и проглядела поворот. Подобные недочеты прежде возникали и в более ранних версиях Tesla Full Self Driving, но в текущей версии, судя по видеоролику, проблемы были решены. Всего в ходе экспериментальной поездки водителю Mercedes-Benz пришлось взять на себя управление транспортным средством 44 раза, в то время как у Tesla этот показатель оказался равен нулю. Стоит отметить, что система Mercedes использует дополнительные датчики, а Tesla полагается только на камеры. Комментируя видеоролик, Илон Маск заявил, что Tesla опережает Mercedes в этом отношении минимум на 5 лет. Новый iPad Pro с процессором M4 стал не просто самым тонким планшетом Apple, но и в принципе самым тонким устройством, которое когда-либо выпускала компания. И хотя это однозначно большое достижение с технической точки зрения, многие сразу же поставили под сомнение надежность такого решения. Убедиться в этом лично решил известный блогер Зак Нельсон. Блогер взял для теста 13-дюймовый iPad Pro, толщина которого составляет всего 5,1 мм. Достав планшет из коробки, Зак сразу же проверил его с помощью специальной линейки, которая показала, что корпус устройства уже не идеально плоский и имеет небольшой изгиб в 1,1 градуса. Нельсон также рассмотрел под микроскопом экран нового iPad. Блогер провел все свои стандартные тесты, включая проверку корпуса на устойчивость к царапинам и способность экрана выдерживать сильный нагрев огнем. Кроме того, он разобрал новый Apple Pencil Pro, чтобы посмотреть, как аксессуар устроен внутри. Зак также испытал на износостойкость фирменную чехол-клавиатуру. Наконец, размяв руки, Зак взялся за главный тест – сгибание планшета. Удивительно, но при сгибании по горизонтали устройство лишь слегка прогнулось, но не сломалось. Зато при сгибании по вертикали корпус все же треснул в месте разъема USB Type-C. В итоге можно сказать, что новый iPad Pro оказался заметно прочнее, чем предполагалось. 3 месяца назад компания Neuralink впервые в истории вживила чип 29-летнему пациенту по имени Нолан Тарбо. Спустя ровно 100 дней стартап Илона Маска сообщил, что часть мозгового импланта вышла из строя. Из-за этого компании пришлось срочно обновлять программное обеспечение. Спустя несколько недель из мозга Арбо пришлось убрать несколько нитей, о чем сообщила сама Neuralink в собственном блоге. Выяснилось, что эффективность электродов оказалась не такой высокой, как ожидали в компании. При этом ранее инженеры заявили, что с помощью оптимизации софта им удалось достигнуть увеличения
увеличения скорости работы чипа. Но менее чем через сутки выяснилось, что установка новой версии программного обеспечения была необходима для того, чтобы исправить уязвимости в чипе. Оказалось, что часть вживленных в мозг электродов потеряла контакт с органом, что привело к снижению скорости читания импульсов. В результате этого точность управления упала. Причина потери контакта электронов с мозгом до сих пор неизвестна, но инженеры допускают, что это произошло из-за естественного движения органов внутри черепа. И если это на самом деле так, компании потребуется пересмотреть алгоритмы вживления чипа. Сейчас компания имплантирует его в черепную коробку, но возможно, что для устранения проблемы Link придется встраивать прямо в мозг. Спустя год после презентации проекта GameFace, Google напомнила о разработке и сделала важный анонс относительно ее продвижения. Компания открывает доступ к коду технологии большинству числу разработчиков, чтобы они могли делать приложения для людей с ограниченными возможностями. Google интегрировала наработки Project GameFace в операционную систему Android, создав виртуальный курсор, который управляется мимикой и движением головы. Набор инструментов для разработчиков включает 52 жеста лица, включая поднятие или опускание каждой из бровей, открытие, закрытие рта, улыбку, взгляд вправо, влево, вверх или вниз. Каждому из движений может соответствовать выполнение той или иной функции. Кроме того, разработчики могут регулировать интенсивность, с которой можно выполнить каждое действие для совершения операции. На представленных примерах видно, что пользователи с ограниченными возможностями могут управлять Android смартфоном, совершая определенные движения головой. Однако пока это лишь идея, которую должны подхватить сторонние разработчики. При этом относительно внедрения технологии Android ничего не сообщается. Друзья, спасибо всем, кто досмотрел наше видео до конца и поставил лайк. Также не забывайте, у нас есть телеграм-канал, там еще больше свежих новостей. Увидимся в следующем выпуске.